Ну все, вот и пришло время лететь. Я бежал прямо с работы, поэтому мы сейчас в режиме лайв перевоплощаемся из скучного девопса в веселого тревел-блогера. У нас предстоит длинный день, ночной перелет до Дубая. Там по прилету у нас будет сайт-квест по уговариванию послов афганских дать мне афганскую визу. И, соответственно, если все будет хорошо, то в тот же день можно будет вылететь до Кабула. Поехали! В Лондоне наконец-то наступила нормальная погода, сносная. Аэропорт, терминал на вылет просто тупо пустой. Ох. Под палящим дубайским солнцем иду пешком в афганское консульство. У них сегодня короткий день, оказывается. У меня есть всего 1,5 часа, чтобы убедить их в том, что им совершенно необходимо выдать мне визу как туристу в их прекрасную страну. Мне интересно, честно говоря, как процесс будет происходить, потому что у меня абсолютно ни хрена нет. То есть у меня есть мои документы, я сейчас приду им просто и скажу, что типа вот, пускайте в страну, мужики. Короче, все, виза получена, путешествие состоится. Во-первых, посольство Афганистана выглядит как захваченный пиратский корабль, потому что на всех документах, на всяких там мониторах и так далее до сих пор флаги Исламской Республики Афганистан, который как бы сейчас не существует, но при этом везде аккуратненько расставлены одинаковые небольшие флаги Талибана. Во-вторых, это самое хаотичное посольство, которое я видел в своей жизни. Проходишь в итоге, там, я не знаю, штук 6-7, наверное, инстанций, потому что я что-то ни копии не сделал, ни фотографии не взял, ничего не сделал. Они там пытались найти, как мне фотографии распечатать. В общем, это все выглядело, помимо того, что посольство хаотичное, еще и я не подготовился ни хрена. А в-третьих, в момент, когда я получаю тут замечательный штампик, он его напечатал, я ему говорю: а можно в паспорт не вклеивать штамп? Он берет вот так вот. Нет. И все, и говорит: good luck. Улететь в тот же день не получилось, потому что в консульстве по итогу провозился больше, чем ожидал. Перенес билет, на следующий день проснулся и увидел кучу пропущенных сообщений и звонков. Короче, сейчас я еду в аэропорт, мы вылетаем в Кабул. С утра проснулся на новостях о том, что вчера группа туристов из Испании подверглась нападению в Бамьяне. Как я понял, атака была таргетирована конкретно на туристов. Страшно нахрен, честно говоря. Страшно. До сегодняшнего дня жить мне пока нравилось. На самом деле, я довольно быстро преодолел этот страх, вспомнив про то, что в Ираке и Сирии за пару недель до моего приезда были истории и похуже. Правда, что ни одна из них не была связана с туристами напрямую. В полете я наблюдал просто инопланетные виды из окна. Сразу пришла в голову идея поискать денег на развитие горнолыжных курортов Афганистана. Только надо что-нибудь решить со стрельбой в туристов и потенциальными попутчиками в виде ракет «Земля-воздух».
Кстати, я не уверен, что дело только в этом, но полет из Дубая в Кабул происходит не по кратчайшему пути с учетом кривизны земного шара, а исключительно в воздушном пространстве Пакистана, добавляя 1000 с небольшим километров к путешествию. Почти 40 лет непрерывной войны превратила Афганистан в тот, что мы знаем по новостным передачам. Теракты, бедность, безработица и разруха. А ведь до ее начала страна была реально одной из наиболее развитых в регионе. Они, например, самые первые провели интернет-кабеля до всех соседей. Сейчас Афганистан, к сожалению, только еще оправляется от войны. ВВП в стране катастрофически маленький, индекс человеческого развития топ-10 с конца. Ниже там только страны вроде Южного Судана и Сомали. Сейчас ни одно из государств не рекомендует Афганистан к посещению туристами. В Англии мне, например, предложили написать завещание перед тем, как сесть в самолет. Однако для меня Кабул сразу по прилету заиграл абсолютно другими красками. Кабул далеко не пешеходный город. Самая популярная машина тут Toyota Corolla. Говорят, что в соотношении цена-качество, стоимость обслуживания равных Corolla не найти. Тип движения здесь хаотический ближневосточный. На проезжей части тут машины, люди, дети, повозки, талибы. Только омара не хватает. Все люди, у кого есть колеса, занимаются частным извозом. А вот эти парни, например, за скидку едут в багажнике такси. За откидные номера в Афганистане штраф получить невозможно. Номерные знаки присутствуют, дай бог, у трети машин. Они чаще используют их для самовыражения. Один из моих личных интересов был посмотреть на восстановленные сады Бабура, такой зеленый оазис в каменных трущобах Кабула. Афганистан когда-то назывался страной садов. Именно здесь вообще придумали самые сложные и эффективные системы ирригации. Куча войн, бомбардировки и постоянные бои сделали Афганистан страной калашей, и об этом, конечно, напоминает все вокруг. Во время конфликтов сады поддерживать было некому, и большинство из них перестали существовать. К счастью, сейчас все больше усилий и денег направлено на их восстановление. Туристическая достопримечательность, как-никак. В Афганистане я был не совсем один. Со мной был мой переводчик-водитель Хаджи. Он жил какое-то время в Дубае и там выучил английский. Основные языки тут пушту и дари, и мой корявый арабский, к сожалению, мне не помогал. В основном люди общаются на дари. Он стал компромиссным языком для огромного количества проживающих тут народов. Дари хоть и использует арабскую вязь как алфавит, но он от него катастрофически далек. Арабский язык — это семитская ветвь языков, а дари — индоевропейская. И в целом можно сказать, что таким образом дари даже ближе к русскому, чем к арабскому, хотя алфавит у них почти тот же. Афганистан очень многонационален, поэтому удалось тут встретить и носителей великого и могучего. Ну хорошо, это хороший человек, а он по-английски говорят. А тут много по-русски говорит людей вообще? Нет, много людей нету, как я, 2, 3, 4 человека, так есть. Я все это, все я знаю. А ты почему в России был? Ну то есть, что ты там делал? У меня бизнес был там. А, бизнес? Да, я продал женские сумки севастопольские. И садовод, соответственно, да? О, прикольно.
Но там война сейчас. Ну зачем война? Это Украина, сестра, как это сестра, брат. Ну зачем война? Когда война приехали, меня бизнес только закончили, я приехали обратно в Афганистан. В общем, пока что ощущение, что я попал в какую-то супер чиловую страну. Меня такое вот именно внутреннее, хочется сравнить ее с Шри-Ланкой почему-то. То есть тут такие люди тоже очень неторопливые, все заняты своими делами. На тебя особо на самом деле дела никому нет. Я думал, что тут люди будут смотреть на тебя как дикие, как будто ты турист, и никогда они туристов не видели. На самом деле не так. Я бы сказал, что здесь оно ближе к Сирии получается в этом формате. То есть людям в целом довольно-таки похер. И дети в целом, я так смотрел, вот много кадров из предыдущих там блогов, которые люди записывали, видел очень много, постоянно говорили, что постоянно дети попрошайничают, постоянно попрошайничают. У меня никто сегодня ничего не попросил, я не знаю. Но, в общем, пока что мне очень нравится, люди приветливые, Ближний Восток. Кто-то лишний, все остальные можно оставить. На следующий день мы с утра поехали на смотровую с гигантским афганским флагом в надежде на то, что ветер поможет нам сделать пару красивых кадров. На этом же холме расположена и копия мечети Аль-Акса с храмовой горы в палестинской части Иерусалима. Кабул с высоты выглядит очень зелено и красиво. Я, честно говоря, ожидал увидеть другую картину. Ветер не порадовал нас большим раскрытым афганским флагом, но ждать у моря погоды некогда, ведь дальше по плану у нас было одно из самых необычных мест столицы. Короче, во времена Советов в Афганистане Советы не только беспорядочно бомбили Кабул, но они на самом деле здесь и честно очень отстраивали некоторые районы. И вот, например, у нас сейчас за спиной район с чудесным названием Микрорайон. И видно, что тут дома и здания очень похожи на то, что у нас есть. То есть вот эти вот пятиэтажные хрущевочки выглядят капец как необычно, особенно учитывая то, что я давно в России не был. Я не знаю, у меня ощущение, что я где-то там либо в Адлере, либо в Краснодаре. То есть выглядит просто невероятно. В советском микрорайоне живет кабульский средний класс. Тут прям реально уголок СНГшной глубинки. И классические панельные дома, и школы с садиками с теми самыми картинками из детства. Я не знаю, кстати, заметили вы или нет, но на улицах обалдеть как чисто. Как будто их реально с мылом моют. Вообще ничего общего с тем, что показывал Варламов про Кабул 4 года назад, где там улицы города просто утопали в мусоре. Однозначно лайк в копилку талибов. Мне, кстати, теперь даже вроде не нужно говорить, что это запрещенная организация. Советскую застройку я в своей жизни уже видел, а вот кабульский рынок ни разу. Где еще найти тут место с таким градусом пестроты местных обитателей? Тут и без объяснения понятно, что найти на рынке можно все что угодно, вплоть до афганского того самого. Кстати, насчет последнего. Талибы после прихода к власти запретили выращивать опийный мак, который когда-то был их основным источником дохода. Судя по исследованиям, запрет произошел не только на словах, а реально, со спутниковых снимков видно, как полей стало сильно меньше. А вот мусорить на рынке талибы не запретили, но слава богу, тут и других приятных запахов достаточно.
На рынке продается очень много афганской травы. Ну, в смысле чай, зеленый чай. Они готовы его пить литрами, и в целом это реально достойный конкурент китайскому чаю. Просто пока не распиарен так сильно. Афганцы – одни из самых гостеприимных жителей Востока. Местные приглашали меня пообедать здесь, наверное, каждые 15 минут. Еда у них довольно простая – лепешки, рис и мясо. Фудкома для них – это стандартное состояние. Они в целом кушают 1-2 раза в день, зато много. И запивают это все, конечно, зеленым чаем. Короче, атмосфера в городе на удивление спокойная, а люди приветливые и дружелюбные. О том, что я читал в новостях, напоминают только разные блокпосты за колючей проволокой. Патрули талибанские здесь выглядят очень страшно, то есть они все раскрашены в масках таких страшных, там с калашами наперевес. Но при этом из разговоров с местными мне сказали, что в целом талибов бояться не стоит. То есть они здесь для того, чтобы люди соблюдали порядок. У людей Афганистана дома есть оружие, потому что оружие – это как способ защиты семьи. И как бы людей-идиотов-то никто не отменял. Поэтому, в общем, Талибана бояться не стоит, но при этом стоит быть все равно внимательным, потому что мало ли что. Я в целом отношу Афганистан к тем местам, где если соблюдать правила, то проблем не возникнет. Страна живет по законам шариата, и отступление от религии тут до сих пор карается смертной казнью. Религия диктует порядок, но в любом случае адаптация к современности тоже есть, и ее сейчас сильно больше по сравнению с первыми талибами в 2000-х годах. Вы удивитесь, но далеко не все женщины тут ходят в бурках, полностью закрывающих лицо, и им не нужно постоянное сопровождение мужчин, ну то есть это уже какой-то прогресс. Однако образование после 6 класса школы девушкам, к сожалению, все еще недоступно в этой стране. Кстати, школьников вообще несложно заметить на улицах. Они носят яркие голубые рюкзаки гумпомощи United Nations. Изучению религии в школе тоже отведено отдельное место, и детей часто водят на уроки, в том числе и в мечети. В исламской традиции считается, что мечеть должна быть гостеприимной и открытой для всех, в том числе и для путников вроде меня, и мы весь вечер в итоге отдыхали там. В целом, пока Афганистан не давал мне поводов беспокоиться о моей безопасности, и на следующий день я все-таки решил поехать в печально известный по последним новостям Бамьян. Машина не выдерживала нагрузок, но благодаря усилиям местных мастеров в автосервисе на открытом воздухе мы двинулись в путь. Я тогда еще не знал, что путь этот я надолго запомню. В такие моменты ты, конечно, вспоминаешь, что да, ладно, окей, мы в стране, в которой 40 лет идет война. Вся дорога усеяна блокпостами, автоматчиками, пулеметчиками, патрульными машинами, но, наверное, понятно почему. Ладно, если без драмы, не только вооруженными талибами богата горная афганская земля. Между блокпостами можно довольно часто наблюдать красивые горные пейзажи, причем погода тут меняется быстрее, чем в Лондоне. Буквально с разницей в 30 минут мы наблюдали снег после палящего солнца.
Сам Бамьян – это весьма небольшая деревня. В целом, гористая местность Афганистана позволяет, наверное, в каждом населенном пункте иметь форпост на самой высокой точке, и оттуда всегда открываются довольно крутые виды. Эти снежные горы на заднем плане каждый раз вызывают у меня восторг. Ну и, соответственно, все эти точки держат вооруженные талибы. С них отлично видно всяких проблемных чуваков. Тут нужно отметить одну немаловажную деталь. Каждый раз, когда я снимаю талибов, я не подхожу к ним в упор и не тычу им камерой в лицо. То есть большинство кадров, что вы увидели, они на самом деле были сняты из рукава. Слава богу, этому позволяет моя камера. То есть это вот таким образом происходит. Но, соответственно, минус этого подхода в том, что периодически можно увидеть там мои какие-то элементы одежды или просто какую-то ерунду на кадрах. Я должен был предупредить, если кто-то поедет в Афганистан, в целом талибы не очень любят, когда вы их снимаете, то есть я думаю, это присуще каждому человеку, не очень приятно, когда тебя снимают. Поэтому я сказал, предупрежден, вооружен, возвращаемся в город. Вместо строительных лесов вот так вот примерно это должно было выглядеть. Знаменитые бамьянские Будды и дальше бы впечатляли туристов своими размерами, если бы не одно «но». В 2000-х годах талибы, придя к власти, в общем, движимыми своими религиозными убеждениями, взорвали нахрен эти статуи Будды, которые стояли здесь, надо сказать, еще вообще до того, как ислам появился. И нынешние талибы, они как бы больше играют в политику, нежели в религию. Они понимают, что туристы — это, в общем-то, бесплатные деньги для страны, и их нужно чем-то привлекать. Поэтому история заканчивается тем, что в 2000-х годах они их взорвали для того, чтобы в 2024-м построить заново. Будды – один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и они действительно огромные. Самая большая из них была высотой под 60 метров. Нужно сказать, что талибы бодались с ними аж несколько недель, начав с обстрела из зенитных орудий, а закончив противотанковыми минами. Статуи были высечены в скале, и засранцы изначально недооценили их прочность. Идея была в том, что Бог един, безлик и нематериален, а Будды якобы являются воплощением Бога и были созданы для поклонения, поэтому должны быть уничтожены. Сейчас там уже вовсю идет реконструкция, и на самый верх можно забраться по строительным лесам. Смотровая тут шикарная. Жаль, что только больше нет того гиганта, что с высоты присматривал за городом. Примерно на этом должна была закончиться моя поездка. Я планировал собрать вещи и отчалить, но не тут-то было. Я, в общем, подхватил местную амебу, которая вызывает дизентерию, и после пары-тройки часов почти непрерывного полоскания Хаджи решил, что хорошо бы показать меня доктору. Бамьян, как я уже говорил, деревня, но даже тут ночью больница была готова принять меня без промедлений. Опыт работы с этой бактерией у них был, и они тут же с двух рук начали закачивать в меня антибиотики, и ночь я провел в больнице. Закачав дополнительную дозу метронидозола, с утра меня отправили в освояси. Я не заплатил ни копейки, и мне еще дали пачку таблеток в дорогу.
друг познается в беде, а мои новые афганские друзья сделали все, чтобы я справился с болезнью и быстро пошел на поправку. Да и вообще в целом, за все время здесь афганцы проявили невероятное гостеприимство, особенно если держать в голове то, насколько часто иностранцы приносили проблемы в их страну. Они всегда были готовы помочь, подсказать, поделиться своими историями и сделать все возможное, чтобы мое пребывание в их стране стало приятным и незабываемым. Так и закончилось мое путешествие в Афганистан.